Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему пауза. Он подойдет для тех, у кого в отношениях некий перерыв такой непонятный. И хотелось бы посмотреть, что же будет делать дальше ваш загаданный человек, какие вообще его мысли посещают. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте, пожалуйста, свою позицию, загадывайте человека либо троих. И давайте, начиная с первого варианта, мы будем смотреть. Так. Расклад у нас пауза. Давайте мы посмотрим, что же понял человек за время расставания, да, за время вашей паузы. Какие мысли к нему пришли? Что понял загаданный человек за время расставания? Вы знаете, здесь товарищ достаточно упрямый. И вот та позиция, которой он изначально придерживался, да, которую он изначально вам озвучивал, та же самая позиция у него остается на данный момент. Он должен быть победителем, он должен быть таким, знаете, авторитетом, он должен быть у руля в ваших отношениях. Но здесь, знаете, какой момент? Здесь именно благодаря вам, благодаря тому, что вы есть с ним рядом, он может себя чувствовать таким победителем, да, он может, знаете, вот есть выражение: за каждым успешным мужчиной стоит любящая его женщина. Вот здесь то же самое. Он понимает, что он может быть этим императором только тогда, когда вы рядом с ним. Он может быть победителем, он может быть у руля только тогда, когда вы рядом с ним находитесь. И все-таки есть у него к вам чувства. И вы знаете, здесь... Давайте чувства посмотрим, да, что, во-первых, здесь романтика присутствует, но здесь такое ощущение, что с вами он превращается в такого, знаете, мальчишку юного, да, то есть из этого грозного императора он превращается в любящего мальчишку, но ему больно, он считает, что вы очень резко и грубо по отношению к нему поступили, он сейчас испытывает чувство боли, но вы знаете, он готов через вот это... чувство боли перешагнуть ради того, чтобы продолжить то, что есть между вами. Вот тройка жезлов — это как открытые дороги, это продолжение начатого. Это ощущение того, что действительно с вами можно что-то выстраивать, и вы его всегда поймете, поддержите. И опять же, благодаря вам он сможет быть вот этим императором, этим победителем и влюбленным мальчишкой. Но на сегодняшний день ему прям вот больно-больно, честно. Чувство присутствует, но боль, она превалирует. О чем молчит он? О чем же он молчит? Пусто ему. Пусто, грустно. И он в этом не признается. Не признается, потому что привык быть победителем. Хочет быть победителем, он очень хочет восстановить отношения. Но он готов восстанавливать отношения с позиции победителя, а не побежденного, не проигравшего. Он готов прийти так, чтобы, знаете, вот с гордо поднятой головой. Таким образом, чтобы заведомо одержать победу, а не получить отказ. Чтобы быть победителем, но без вас у него крокодил не ловится, не растет кокос. Ему без вас сложно и тяжело. Что скрывает? Что же он скрывает от вас? Если вы смотрите на женатого мужчину, да, у которого есть семья, то скрывает какие-то моменты, которые связаны с его семьей, с его домом. Да, потому что, все-таки император, это очень часто выходит на несвободного мужчину. Но здесь, знаете, опять же, ему очень тяжело, и он понимает, что между вами вот есть какая-то прочная основа, которую нельзя нарушить, нельзя перечеркнуть то, что между вами есть. Но он, знаете, вот выстроив вот эту вот стену между вами, выстраивая и желая чувствовать себя победителем, да, таким независимым, он сам
создает себе проблемы. Это, знаете, вот назло кондуктору: куплю билет, пойду пешком, да, не преклоню колено, я должен явиться как победитель, мне трудно, мне сложно, мне плохо, но я тебе в этом не признаюсь. А чего вообще он хочет по отношению к вам? Чего хочет? Вы знаете, однозначно хочет примирения, но здесь, знаете, вот переломный момент. Шестерка мечей, у многих этот переломный момент связан вот прям непосредственно с дорогой. Поездки, переезды, движение вперед. И в основном шестерка мечей, это, знаете, вот как переломный вот как раз таки момент, когда мы оставляем все плохое позади и движемся вперед. Но у него очень много страхов. Он хотел бы их преодолеть и вернуться к вам, вернуться в прошлое, в те моменты, когда вы были счастливы. Действительно, вернуться он очень хочет, но ему хотелось бы, знаете, как вот избежать разбора полетов, обойти острые углы, потому что вот этого как раз-таки разбора полетов он и боится. Он боится того состояния, когда вот, знаете, как двоечник. Учитель двоечника отчитывает, он боится быть вот этим учеником, а вас боится увидеть в роли учителя, да, который будет его отчитывать. Давайте посмотрим еще, чего боится. Чего боится? Ну, на самом деле, боится двигаться дальше, боится выходить на новый уровень. Здесь карта брака идет, карта Иерофанта. Смотрите, между вами могут быть такие моменты, как разница в возрасте, разница в статусе, разница в религии, там какие-то еще моменты, когда есть вот эти вот противоречия, да, когда борются разум и чувства. И он боится, что он с этим справиться не может. В идеале, конечно, Иерофант — это карта законного брака, да, и почему он боится? Он, конечно же, хочет вот этой вот стабильности, но если, опять же, если кто-то семейный из вас, то он боится влияния вот этого законного брака. Для тех, у кого все свободны, он боится выхода на новый уровень, да, вот именно в формат законного брака, потому что он просто боится не потянуть, да, я не осилю, а вдруг у меня не получится. Вы давали ему эту энергию, потом раз, вот перекрыли кислород, он себя беспомощным чувствует. И вы знаете, вот такое ощущение, что, а вдруг ты мне больше не дашь этой энергии, вдруг это все прекратилось, я боюсь, что я не смогу, я не потяну, я не справлюсь с этим. Что намерен делать? Он боится не справиться, он как-то не верит в свои силы, хочет быть победителем, но он сейчас в состоянии нересурсности, и поэтому для него это очень сложно и тяжело. Намерен делать. Здесь какой-то, знаете, вот противоречит сам себе намеренное расставание. Однозначно хочет примирения, но вот в намерениях противоречия. Такое ощущение, что он не поймет, как ему делать, и порой ему кажется, что проще уже вот расстаться, поставить точку, вот уже обрубить все это. А почему? Но если у кого-то вы смотрите на несвободного мужчину, да, либо вы не свободны, то понятно почему. Для тех, кто свободен... Он, знаете, он боится манипуляций, он боится зависимости, он боится эмоциональной зависимости. Вы слишком хорошо его знаете, вы слишком хорошо его понимаете. И он хотел, вот, все, я поняла. Он хотел бы, конечно, он хотел бы примирения, но ему важно избавиться от того состояния, когда он от вас эмоционально зависим. Потому что он считает, что вы где-то можете им манипулировать, а он не хочет быть под каблуком. Причем, вы знаете, опять же, вот противоречие. Он прекрасно понимает, что от вас он питается вот этой энергией, да, когда он может быть сильным, властным, могучим. Это как ребенок, который еще не научился ходить, нарочно отрывает мамину руку и говорит: я пойду сам. Но при этом он может упасть. Он все это прекрасно понимает. Здесь просто, вы знаете, дух противоречия. Я сам. Вот маленький ребенок, я сам. Поэтому здесь вот такая, конечно, история. И давайте еще, что намерен делать. Но смотрите, если приходить, то только в позиции победителя, начинать с чистого листа. Но ему важно, чтобы
получилось избежать вот этого вот разбора полетов. Вот повторюсь, ему важно избавиться от того состояния, когда он от вас эмоционально зависим, он хочет быть самостоятельным, он хочет сам быть вот этим вот лидером. Поэтому здесь у единичек вот так. Благодарю всех за просмотр. Буду благодарна за обратную связь всем. Итак, что у нас дальше? У нас дальше вторая позиция. Давайте двоечек посмотрим. Пауза. Что понял у двоечек человек за время расставания? Что понял за время паузы? Ну, то, что на сегодняшний день есть прям серьезные какие-то ограничения, да, вот восьмерка мечей, это могут быть обязательства перед третьими лицами, это могут быть какие-то обстоятельства, это может быть ситуация в стране и в мире. И эти обстоятельства нужно преодолеть, с этими обстоятельствами нужно справиться. Но вот эта вот нерешительность, до тех пор, пока он будет стоять, топтаться на месте, он эти трудности не преодолеет. Здесь ему нужно, знаете, вот четко поставить цель и понять, что делать дальше. До тех пор, пока он пребывает в состоянии нерешительности, он также в этом закрытом состоянии и находится. Если у кого-то здесь блокировки, да, кто-то у кого-то в блоке, то он планирует эту блокировку как раз-таки обойти, да, потому что вот эти вот препятствия, они прям на самом деле камнем преткновения являются, которые нужно вот именно обходить, которые нужно обойти. О чем молчит ваш загаданный человек? Вы знаете, в его жизни произошли какие-то перемены. И, скорее всего, вот у двоечек абсолютно не исключаю того, что те чувства, та боль, которую он испытывал по отношению к вам, она у него прошла, да, отболела. И вот смотрите, если смотрите на семейного человека, то он погрузился вот именно в общение с семьей. Либо же нашел какие-то, вот знаете, такие отношения, которые действительно его утешают. Возможно, как раз-таки эти отношения, они являются тем камнем преткновения, которые не позволяют ему выйти на связь. Он, возможно, уже успел дать какие-то обязательства. И на сегодняшний день, вот знаете, как взвешивает, сравнивает. А что же мне делать, да, либо возвращаться к вам, либо вот оставаться в тех отношениях, которые, собственно, пришли на смену вашим с ним. Что скрывает? Что скрывает? Сердит, очень сердит. Но здесь, да, совершенно четко скрывает наличие другой женщины. Причем, вы знаете, велика вероятность того, что это женщина из прошлого, что эта женщина может быть его бывшей. И на сегодняшний день она стала его утешением. Она залечила его душевные раны, которые вы ему нанесли, которые вы ему оставили. А чего хочет от вас этот мужчина? Чего он хочет? Ой, вы знаете, он бы с удовольствием двойную игру бы, ну, как сказать, начал, да, тройка мечей, это треугольники. Здесь бы, знаете, он с удовольствием поиграл бы в такую игру, где приходится сидеть на двух стульях. Ему нужно посмотреть и сравнить. Он бы и с ней потихоньку продолжил отношения, и с вами потихоньку возобновил бы и сравнил, а с кем ему лучше. Поэтому здесь речь про тайные отношения, про треугольники. И вот в момент вот этих вот тайных отношений и треугольников он бы сравнил, что же здесь вообще происходит, как же ему лучше, как же ему выгоднее, да, в каких отношениях ему больше нравится. А чего боится? Боится.
Боится того, что если он вернется, отношения начнутся развиваться стремительно. Шестерка кубков — это всегда возвращение в прошлое. С одной стороны, это хорошо, это примирение. Но он боится того, что вернутся вот именно прошлые моменты, которые, ну, так скажем, стали камнем преткновения. Плюс, смотрите, здесь, знаете, боится того, что если вернется, вы его можете, ну, не то чтобы поставить перед выбором, да, а будет какой-то переломный момент, когда вы ему скажете: решай. А ему-то хочется на двух стульях посидеть. Здесь его вот эта вот мечевая королева бывшая утешила. И с ней-то у него вроде бы сейчас хорошо. Он бы с удовольствием побыл сейчас в такой ситуации, когда и нашим, и вашим. И с вашим вроде, то есть с вами возобновились отношения. И с ней он пока все сливки соберет, с удовольствием понаслаждается. Но если вдруг вы его поставите перед выбором, даже не перед выбором, да, он-то не знает, что вы знаете, да, он предполагает все это скрывать, он предполагает утаивать, и он боится того, что вы ему скажете: ну давай уже принимай какое-то решение, скажи мне, что будет дальше, потому что он двигаться вперед сейчас не готов. Возможно, опять же, здесь колесница, шестерка мечей, дальнейшее развитие будет связано с поездками, либо с переездом. Он к этому не готов, он этого не хотел бы, боится. А что намерен делать в отношении вас? Что намерен делать? Вы знаете, с одной стороны, он хотел бы вроде как и попросить прощения, но он не знает, как это сделать. И если честно говорить, то он на серьезность не особо-то настроен. Вот он, знаете, получить удовольствие от жизни. Я не могу сказать, что здесь вот прям про серьезность. Вот он с удовольствием повел бы сейчас двойную игру, повторюсь, и с вами, и вот с той, которая его утешила. Но восстановить отношения хочет, просто боится вот этого развития. Какие-то действия предпринять по отношению к вам хочет. И вы знаете, здесь он будет вам обещать. Многое может обещать, многое будет обещать, не факт, что это выполнит. Причем вот эти обещания, они будут его главным оружием для того, чтобы, ну так скажем, подготовить нужную ему почву для отношений с вами. Но опять же, вот двоечки, я не могу сказать, что он настроен на серьезные какие-то отношения. Здесь вот именно, да, возобновление хочет, но а для чего ему это возобновление? Для чего? Какие у него истинные-то мотивы? Пентакли, шанс. Ну, чувства, вы ему чувства даете, вы ему эмоции даете. С вами он получает какие-то новые возможности. Если это связано с бизнесом, то да, это какой-то бизнес. Плюс это эмоции у многих людей. Здесь вот рядом с вами он себя чувствует любимым. Он понимает, что вы его любите, и вы ему даете какие-то шансы, возможности, которые он без вас получить не может, не всегда умеет. Но я не могу сказать, здесь конкретики он вам не даст. Он здесь кубковый король, и здесь будет и двойственность присутствовать. Ему, знаете, чтобы был выбор, да, чтобы был запасной аэродром. Любовь он готов дарить, да, какие-то эмоции готов дарить, но серьезность нет, серьезность вам он не подарит. Вот у двоечек такая ситуация. Благодарю всех за просмотр. Буду рада обратной связи. И третий вариант. Давайте троечек посмотрим. Пауза. Давайте посмотрим, что у вас. Что понял человек ваш за время паузы вашей? Что он понял? Ну, что все по справедливости. Что все по справедливости, и нужно бы помириться, нужно бы вернуться в прошлое. Причем, вы знаете, вот опять же, шестерка мечей, обойдя острые углы, избегая разбора полетов, и если у кого-то связано возвращение с поездкой, переездом, то поездка-переезд действительно ему нужен, да, то есть он понял, что поездка-переезд неизбежна, да, то есть все случилось так, как должно случиться, как должно было произойти, но здесь он считает, что нужно обязательно
обязательно к вам вернуться, иначе никак. Иначе никак. Вернуться и решить, что делать дальше, но скорее идти вместе. Да, но здесь для того, чтобы идти вместе, будет требоваться время. О чем он молчит? О чем молчит у троечек? Молчит о том, что ему пришлось вас обмануть. Молчит о том, что обман связан с другой женщиной. Мечевая королева, скорее всего, это женщина из прошлого. Здесь скорее какие-то не то что шансы, а вот с этой мечевой королевой какое-то развитие отношений. Да? Здесь вот мадам из прошлого могла как-то себя проявить. А что скрывает? Скорее всего, новый виток получили отношения вот с этой бывшей. Что скрывает он? Да, совершенно верно. Верховная жрица, тайная женщина. Здесь он общается с барышней, скорее всего, из прошлого. Да, но серьезно он ее не рассматривает. Он вас сравнивает. Встреча, скорее всего, получилась случайной. И вы знаете, вот прям стечение обстоятельств привела его, вот эта встреча, к каким-то переменам. И сейчас все в его руках. Он должен решить, как ему действовать. Вот сейчас он стоит именно на пороге перемен. И он должен решить не вот это мечевое, не вы, а именно он должен принять решение, в какую сторону ему идти. А что он хочет по отношению к вам? Что у троечек хочет по отношению к вам? Он хочет любящую женщину. Он хочет любящую женщину. Он хочет вот с этой кубковой королевой, но, как правило, она водных знаков зодиака выходит. Ему нужна любящая женщина рядом. Он такое ощущение, что он вас сравнивает, вот эту бывшую и вас. Но он хочет в первую очередь, чтобы его любили. Он хочет, чтобы он был императором, да, при этом, чтобы его любили просто так. Чтобы он имел возможность чувствовать себя нужным. И ему однозначно нужна женщина. И вы знаете, ну, здесь вот эта вот шестерка кубков, как возвращение в прошлое, она может касаться вот как раз-таки вот этой бывшей, да, потому что у нас мечевая королева. Сейчас дальше посмотрим. Чего боится? Чего боится? Он боится стать жертвой. Он боится вот именно быть жертвой, опять же, в зависимости от поступков женщины. Здесь на женщинах все завязано. Здесь кроме вас вот это вот есть еще дама из прошлого. И он боится, знаете, с одной стороны, да, он понимает, что ему нужна вот эта вот любящая женщина рядом, но он боится, во-первых, меркантильности, да, то есть, что его будут использовать как денежный мешок. Он боится того, что с ним поступят некрасиво, потому что, ну, сам-то он хочет чувствовать себя императором, чтобы к нему было такое искреннее любящее отношение, а если вдруг будет не так, то он в позицию жертвы встает, да, он не понимает, что с этим делать. И вы знаете, вот здесь велика вероятность того, что, давайте посмотрим, что он намерен делать, просто велика вероятность того, что вот с этой дамой, да, вот из прошлого, он хотел бы таких, ну, так скажем, легких ненавязчивых отношений, потому что верховную жрицу ее обычно серьезно не рассматривают. Ее вот именно рассматривают для душевных разговоров, каких-то эмоций, тайных отношений. А он боится, что она здесь сядет ему на шею и будет строить на него такие вот серьезные планы. Да? Он боится попасть в зависимость от нее. А что он намерен делать? Что намерен делать? Ну, вы знаете, здесь идет желание одержать победу любой ценой. Причем здесь может быть и манипуляция информацией, и какие-то, знаете, вот такие моменты, когда он выставляет свои условия. Ему нужна любовь. Он идет за любовью, ему нужны вот именно чувства. Он корысти здесь не приемлет. И нужно сказать, что он
соберет всю свою волю в кулак. Вот он эмоции свои будет держать под контролем и постарается прочувствовать, что же происходит на сегодняшний день. Причем, вы знаете, вот ему нужна искренность от той женщины, которую он хочет видеть рядом, но сам он готов манипулировать информацией для того, чтобы понять, кто же на самом деле искренен по отношению к нему. Вот здесь в чем дело. Здесь он хочет честности, здесь очень он хочет искренности от той женщины, которая будет рядом с ним. Еще разочек. Он боится, он напуган, и он будет очень много наблюдать. Он продолжит с вами отношения. Вот эта вот мадам, которая из прошлого, он не верит в ее искренность, он видит, что она корыстна по отношению к нему, и он будет стараться делать так, чтобы понять, кто искренен по отношению к нему, а кто обманывает. И, скорее всего, это будете вы, потому что ищет он честности, ищет он откровенности. У троечек скорее будет примирение, потому что вы по отношению к нему честны. Если честны, то, скорее всего, не скорее всего, если честны, а прям вернется. Такая у нас третья позиция. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.